Всем привет! Я концертирующий пианист Тимофей Казанцев, а еще я преподаватель, и сегодня мы разберемся с, пожалуй, самым известным произведением для фортепиано всех времен и народов, с прелюдией до мажор Иоганна Себастьяна Баха. На самом деле прелюдия — это часть цикла из прелюдии и фуги до мажор, но сегодня мы возьмем только прелюдию, потому что ее очень часто играют отдельно, и потому что мне уже не первый раз приходится рассказывать эту историю. Историю путешествия из тоники в далекие гармонии и возвращения в свою тональность. Я хочу рассказать эту историю достаточно популярно, для того, чтобы ее было легко понять. Кроме того, я не смогу рассказать эту историю достаточно детально, потому что я не специалист в исторической музыке, я не специалист в историческом клавире и не специалист в темперациях. И если вы захотите восполнить какие-то детали, то вы можете просто сходить на страницу в Википедии, посвященную темперации рояля. Эта прелюдия относится к большому циклу, который называется «Хорошо темперированный клавир». Но «Хорошо темперированный клавир» — это не столько книжка с прелюдиями и фугами, которую написал Бах. Это инженерное изобретение темперации, способа настройки клавира. Тогда еще не было фортепиано, да, клавикорда, клавесина, органа. Способы настройки клавишного инструмента так, чтобы он звучал интересно в разных тональностях, но при этом, чтобы никакая тональность не звучала грязной, не настроенной. Я сегодня буду большую часть примеров показывать с помощью программы Pianotech, на которой я выбрал клавикорд. Он, конечно, звучит не совсем как клавикорд, но, по крайней мере, это что-то близкое ко времени Баха по ощущениям от игры, и поэтому мы будем более четко представлять проблему, которую решал Бах. Так вот, если представить себе, что наш клавикорд настроен по чистым интервалам, точно так же, как это делает скрипка или гитара. Каждая квинта абсолютно чистая, так же, как и кварта. Между этими нотами нет никаких гармонических биений. И это приводит только к одному побочному эффекту. Дело в том, что если все интервалы настроены чисто, то тогда октава, по идее самый чистый интервал, уже становится немножко больше, чем она должна быть. Слышите, как некрасиво звучит? Так вот, в наши дни эта проблема решается тем, что называется равномерная темперация. Мы сужаем расстояние всех интервалов так, что все интервалы становятся немножечко фальшивые. Так, октава — самый чистый интервал. Но зато если мы послушаем квинту, то она будет немножко биться. Но причем все квинты будут биться одинаково. То же самое с другими интервалами. Они все немножко грязные. И для того, чтобы составить первое впечатление об этой прелюдии, я сейчас сыграю ее в нашей настоящей равномерной темперации. Но ни Бах, ни другие музыканты того времени не считали равномерную темперацию наилучшим возможным решением. Почему? Да потому что каждый интервал становится одинаковым
помимо того, что это несколько конфликтует с тем, что мы слышим на других инструментах, на которых музыканты сами адаптируют интервалы друг к другу, и поэтому у них всегда звучит либо достаточно чисто, либо с большим напряжением. Есть понятие интонирования мелодии, когда какие-то важные гармонические ноты интонируются чуть более остро и характерно, чем другие. Либо темперация была слишком уж неравномерная. У них у всех в той или иной степени был недостаток того, что некоторые квинты звучали настолько грязно, что уже казались диссонансами. И поэтому уходить далеко от той тональности, для которой настроен инструмент, было уже невозможно. Вот, допустим, возьмем пифагорейскую темперацию и послушаем, как бы звучала эта прелюдия в этой темперации. Как вы могли заметить, сейчас эта прелюдия звучит гораздо интереснее, чем она звучала в равномерной темперации. Но представим себе, что я как композитор решил сделать отклонение фа диез мажор или написать что-то в фа диез мажоре, и тогда она начнет звучать так. То есть характер есть, но совершенно не тот гармонический характер, который нужен этой пьесе. Таким образом была разработана хорошая темперация. То, что мы сейчас называем хорошей темперацией, или то, что также называется темперацией Баха-Кельнера. И для того, чтобы проверить, насколько хороша эта темперация, Бах написал цикл из 24 прелюдий и фуг. По одной мажорной и по одной минорной прелюдии и фуге для каждой ноты на клавире. И когда мы беремся за эту прелюдию и фугу до мажора, сейчас меня интересует прелюдия, мы сталкиваемся с той же самой задачей того, насколько хорошо и интересно звучат те гармонии, в которые Бах приходит. Эта прелюдия – это история про путешествие по гармониям. Мы начинаем с тонического трезвучия с до мажора. Потом переходим во вторую ступень, секунд-аккорд, потом квинтсекс доминантовый и завершаем наш небольшой круг тоникой. Новое, более далекое путешествие начинается с шестой ступени, с параллельного минора, потом двойная доминанта секунд-аккорд, который решается в секст-аккорд доминанты, и в тонику, но не в обычную тонику, а в тонический септаккорд, даже секунд-аккорд, который потом переходит в септаккорд шестой ступени параллельной тональности, опять в двойную доминанту, и разрешается в доминанту как своеобразный перевалочный пункт. Потом какой-то уменьшенный, видимо, доминантовый, который разрешается во вторую ступень, в секст-аккорд второй ступени. Из него опять уменьшенный квинтсекс второй ступени, который разрешается в тонический секст-аккорд, но он еще не звучит как тоника, потому что мы будем продолжать движение. Септаккорд, точнее секунд-аккорд субдоминанты, потом септаккорд второй ступени, который переходит в доминант-септаккорд, и наконец-то мы разрешаемся опять в тонику. Третья заключительная часть начинается с септаккорда тоники, причем такого вида доминантового септаккорда, который разрешается в субдоминанту, в септаккорд субдоминанты, потом уменьшенный на фа диезе, который разрешается во что-то во второй ступени, и наконец-то опять мы в доминант-септаккорде, который проходит через кадансовый кварт-секстаккорд, продолжает свое развитие в доминант-септаккорде с квартой, потом на нормальном доминант-септаккорде, и вместо разрешения в тонику здесь эллипсис, уменьшенный септаккорд двойной доминанты, который переходит в кадансовый кварт-секстаккорд, опять доминант-септаккорд с квартой и нормальный доминант-септаккорд, и наконец-то разрешение в тонику, но опять с этой вот септимой,
которая подготавливает разрешение в субдоминанту, доминантовый кварт секстаккорд, и, наконец-то, доминант септаккорд, но уже на басовом органном пункте, и потом разрешение в тоническое трезвучие. В общем, Бах пишет эту прелюдию так, что именно гармония рассказывает ее историю. Именно гармония проводит нас через вот это длинное путешествие по тональностям близким и далеким. И когда мы ее играем, когда мы ее слушаем, мы должны замечать, насколько далеко мы уходим из нашего тонального центра, из до мажора, насколько далеко заводит нас дорога путешествий, из которого мы потом будем возвращаться домой и чувствовать разрешение гармоническое. Давайте еще немножко посмотрим на ноты и подумаем о том, какая нота или какие ноты в следующем такте сигнализируют нам об изменениях, об отдалениях. Сначала это была ре и фа, потом это была си, и потом мы вернулись, нотой си мы вернулись в ноту до, нотой фа мы вернулись в ноту ми. Потом новый виток, нам важна верхушка, 6-я ступень. Потом нам очень важна вот эта секунда и фа диез. Мы потом разрешим до, ре, секунду в терцию, си и ре. А фа диез разрешим в соль. Потом разрешение в тонику. Все вот это более-менее классично. Единственная нота, которая нас интересует, это первая. Септима. Си, до. Потом септима уйдет в ля. Это нас интересует. Потом соль станет фа диезом. Ля станет ре. Вот эти две ноты нас интересуют. Мы опять в двойной доминанте, в достаточно далекой тональности. И разрешение. Ре разрешается в соль. Фа диез разрешается в соль. До разрешается в си. Это относительный центр, но это все еще доминанта. Потом здесь си бемоль, до диез. Эти ноты важны. И разрешение. Соль, фа, си бемоль в ля, до диез в ре. Опять уменьшенный ля бемоль, си бикар. Ля бемоль разрешается в соль, си бикар разрешается в до. Дальше субдоминанта нас не очень интересует, нас интересует септима, которая пойдет вниз, во вторую ступень. Тут уже можно показать до как септиму от доминанты, от второй ступени. Потом доминанта, в целом достаточно яркая гармония, и разрешение. Соль разрешается в до, ре. Вообще, на самом деле, она должна разрешиться в до, но в этом случае она разрешается в ми, си, в до, фа, в ми. Дальше, единственная нота, которая здесь выбивается, это си бемоль. Мы показываем си бемоль. Показываем вот этот вот субдоминантовый септаккорд. Показываем обязательно вот это все дело. Ля бемоль, ре. Ну, си, в принципе, тоже можно показать. Потом тут септима в доминант септаккорде. И также потом будет разрешение. Фа в ми. Снятие напряжения. Ре в ми или в до. Здесь соль и напряжение в этой кварте. До и фа. До потом пойдет в си. Немножко усилит напряжение. И потом уже вернется в до. Но это будет не разрешение, а эллипсис. Мы из одного диссонанса, из доминант септаккорда переходим в уменьшенный аккорд. Это очень яркая гармония, здесь будет прям форте. Потом разрешение в каданс аккорд, очень тихое, спокойное ми. Ми бемоль разрешается в ми, фа диез разрешается в соль. И опять вот этого кварта из септаккорда, потом нормальный септаккорд доминантовый. И единственная нота, которая нас здесь интересует, это си бемоль, вот эта септима тоническая. Потом почти полное разрешение, еще немножко напряжения во всех нотах. До, си, фа, это септима, фа это септима к соль, соль, фа, до, си. И в конечном итоге
разрешение в главную тональность. Вот когда вы это услышали в хорошей темперации, в том, что называется хорошая темперация, в том, что считается баховской темперацией, давайте мы вернемся к звуку рояля, тоже, наверное, не самый лучший, который у меня есть, и попробуем с этим знанием в нашей равномерной темперации еще раз сыграть эту прелюдию. И теперь уже мы не столько темперацией показываем все эти гармонические взаимоотношения, сколько динамикой и произношением. Согласитесь, что это звучит гораздо интереснее, чем просто набор красивых гармоний. Я предлагаю вам, когда вы будете играть эту прелюдию, тоже совершить это колоссальное путешествие по всем возможным гармониям в до мажоре.